Меня зовут Дмитрий, мне 23 года, играю под ником Кемба7. Я из Москвы. Изначально был ник просто Кемба, и когда я там регистрировался в каких-то новых играх, обычно Кемба был занят, поэтому я просто цифры писал. И вот такой Кемба7 остался. Ну, играл я во много игр до PUBG, конечно. И там Counter-Strike, и Dota, и... В общем, все известные игры, много во что играл. Да не знаю, просто играл в свое удовольствие, никогда не задумывался о том, чтобы пойти в киберспорт. И когда PUBG вышел, я просто начал играть в свое удовольствие, и само собой как-то так получилось. Ну, как основная деятельность, конечно. Игра только вышла, очень молодая дисциплина, как бы, и поэтому не можно преуспеть. Уже турниры играю, уже там что-то выигрываю. Начало получаться, и я, просто продолжаю это делать. Но я начал играть года 2 назад, когда я сначала просто играл там паблик, просто по фану. И потом меня кто-то позвал в команду. Сначала это все было несерьезно, то есть просто там весело играли, какие-то турниры. Маленькие ланы в Москве ездили. Я там приз, я помню, клавиатуру выиграл за первое место. То есть было круто, я очень сильно радовался, потому что это был мой первый турнир. Вот. И потом, не знаю, просто играл в свое удовольствие, и сама дисциплина развивалась, начало появляться больше и больше турниров, больше и больше команд. Вот, и уже меня там потом заметили, позвали в Вегу, и вот с того момента уже все всерьез пошло. Я когда начал играть в PUBG, я не задумывался, что вот эта игра, и я сейчас буду в ней играть турниры, стану киберспортсменом. Я об этом не думал, просто играл в свое удовольствие. Оно само собой так вышло. То есть, не знаю, может быть, если бы я не играл сейчас в PUBG, я, может быть, в Apex или Fortnite играл, неизвестно. Вот. Но я не считаю, я бы не хотел в другие дисциплины переходить. Мне нравится PUBG. Ну, может быть, но я буду рассматривать, наверное, какие-то новые игры, потому что уже в устоявшихся дисциплинах очень сложно будет пробиться. С PUBG мне повезло, потому что игра только вышла, я начал в нее играть сразу же. Ну, когда меня позвали в Вегу, там, не знаю, я уже не играл по фану, я уже понял, что вот, типа, все серьезно, это уже как работа, киберспорт, что уже там первые контракты, турниры, там, ланы серьезные за границей и так далее. То есть это уже там не... Ну да, буткемпы. То есть это уже не веселые там побегушки на турнирах, типа, о, прикольно, мы там турнир играем с каким-то миксом. А уже, то есть я попал во взрослый киберспорт. Самое запоминающееся было недавно, это в августе мы выиграли Nations Cup. За сборную Россию я играл. И вот это мой первый турнир, который я выиграл, именно LAN. Но это был очень значимый турнир, очень такой престижный. Вот. И к тому же ты как бы за страну выступал, сборная России, все дела. В общем, мы отыграли 1 сезон Пела, 2 месяца. Вот. Было довольно прикольно играть, потому что я там пришел в команду совершенно незнакомую, первый раз играю с людьми, то есть какой-то новый мой опыт, даже там пытался капитанить, тоже первый опыт и так далее. Пробовал себя в каких-то других амплуа, вот. Закончил турнир, там стал топ-фрагером, вот. Поэтому был, очень классный опыт, я много нового для себя открыл. Офигел. Удивился, то есть я не ожидал совсем, что меня позовут. Прям совсем не ожидал. Я, может, там когда-то мог предположить, вот,
А вот вдруг там что-то произойдет, и меня позовут, но это как были такие, как какие-то Фантазии просто. фантазии, да, то есть, я не верил, что такое возможно, то есть я даже не могу предположить. У нас, да, сохранились хорошие отношения с ним, потому что мы понимали, почему он уходит, мы понимали, что так будет лучше для него, лучше для нас. То есть, я помню, он когда уходил, говорил, типа, что еще много времени впереди, много всего будет, и, может быть, когда-то мы опять встретимся в одной команде. И вот в итоге мы встретились опять в одной команде. То есть Нави одна из самых значимых СНГ организаций, одна из топовых. Поэтому, конечно, это круто. Я даже помню, когда Сеня уходил, он в Нави, он очень радовался тоже, что у него так повезло попасть в классную организацию именно и собрать в нее команду. Обязанности тренера – это дисциплина, налаживание рабочего процесса, коммуникация внутри игры, вне игры и так далее. В общем, все внеигровые аспекты, которые очень важны, которые влияют, он их тренирует. До буткемпа мы искали, как лучше всего тренироваться, то есть какое построить расписание и так далее. Сейчас на буткемпе уже пришли к какому-то единому мнению. Это в целом мы там встаем, кушаем, потом у нас какие-то могут быть физические активности или там просто поиграем. Вот. Потом у нас там несколько часов уделено каким-то отдельным тренировкам, каких-то отдельных аспектах игровых, но я не буду выдаваться в подробности. Вот. Потом игры разбираем, свои игры тоже сыграли, то есть демки, игры других команд. Вот, а вечером играем паки. Буткемп всегда нужен перед турниром, потому что буткемп позволяет выйти на твою лучшую форму. Вот. К тому же нам нужно сыграться. Это тоже новый состав, ему тоже нужен буткемп. На буткемпе, да, виден. До этого в онлайне было непонятно, мы только притирались друг к другу, притирались к расписанию, к тренировкам. А сейчас на буткемпе уже все устаканивается, заметен прогресс. Во-первых, мы обязаны проходить финал, потому что после ГЛЛ неприятненько будет второй турнир проиграть. Даже несмотря на то, что ГЛЛ наш первый турнир, мы только собрались, все равно, я думаю, мы могли спокойно пройти ГЛЛ, то есть играть. Поэтому ПГС однозначно мы должны пройти финал, то есть сразу попасть в топ-6 группы и выйти в финал. Вот. К тому же это уже мажор крупный, очень важный турнир. Там же 24 команды, и группы перемешиваются между собой. Поэтому те могут в группу слабые противники попасть, могут сильные. Это тоже зависит. То есть мы как только узнаем группы, поймем, с кем нужно играть, и уже будем готовиться к определенным командам. Я могу сказать, что мне не нравилось то, что было в прошлом году. Вот эта система лиг пела. Это было ужасно. Ты играешь 90 игр, и несколько месяцев сидишь. То есть неприятно. Мне нравится то, что сейчас на 2020 сделали. То есть это 3-4 мажора в год. То есть на них могут пройти любые команды. И между этими турнирами какие-то мелкие миноры. То есть это классно. У тебя больше турниров, больше шансов показать себя. К тому же все другие команды
могут пройти через open quali. Тоже это развивает саму сцену. Самое важное, что нужно исправить, это стабильность игры, то есть техническая составляющая, чтобы ничего не лагало, не тормозило, чтобы игроки, чтобы их не выкидывало из игры даже во время лан-финала, такое случается. То есть ты играешь там турнир на $1 миллион, и тебя просто в игре, ты вылетаешь из игры, просто тебя крашит игру. Вот. Я думаю, такое надо убирать 100%. Вот, а все остальное уже мелочи. Игра потихоньку улучшается, поэтому положительная динамика есть, но просто она медленная. Спасибо всем фанатам, что за нас болеете. Спасибо всем хейтерам, потому что благодаря вам мы будем больше тренироваться и хорошо себя покажем на берлинском мейджоре.